И снова здравствуйте. Талия выточки. Приталивание. Если кратко суть ролика, то ширина сетки чертежа включает в себя ширину участков тела и разницу с сеткой, собранную в одном участке или разбитую на фрагменты, как внутри очертания тела, так и снаружи. Вот то, как увидеть причину, как это расположено и отражено в данном ролике. Где находятся выточки? Если взять ровный цилиндр и обтянуть тканью, все будет по форме. Никаких заломов, защипов. Для тела человека это не подходит. Значит, там, где есть отклонение от вертикали вглубь или наружу, надо преломлять форму. То есть образуются разные плоскости. Вот на стыке этих плоскостей и должны находиться элементы, которые закрепят ткань в положении, отличном от вертикального ниспадания. Чертеж – это набор вертикальных и горизонтальных линий. Чертеж – ширина самого большого отрезка. Тело может и не занимать весь чертеж по ширине на других участках. Как заполнить чертеж, где нет тела? Тело, оно объемное, но его можно разделить зрительно на плоскости. По высоте между параллельными линиями плоскости могут быть разные высоты, но они должны заполнить чертеж. Это нужно для совмещения переда и спинки и последующего корректного расположения линий в готовом изделии. Но раз местами тело меньше по ширине или высоте, чем изначальные участки, по длинам которых откладывалось расстояние между линиями, то в некоторых местах возникают пустоты. Как же быть? Откуда и как откладывать отрезки, а где должны располагаться пустоты единым блоком или разбиты на несколько штук? Мое объяснение схоже с макетированием. Плоской тканью облегают тело, а где появляются защипы, там их отмечают, а раскладывая ткань на столе. Как несоответствие выточки. Если кажется сложно, то это только кажется. Итак, надо первым делом задать вертикальные линии, которые ограничат чертеж по ширине. Они касаются выступающих, самых важных и объемных частей тела, грудь, бедра, хотя бедра вообще не всегда присутствуют. Далее чертятся параллельные горизонтальные линии. Все как всегда, на расстоянии больших отрезков, чтобы хоть что-то было ориентиром. Теперь надо понять, какие точки отправные для замеров и откладывания на чертеже, что даст точную гарантию простоты понимания правильности действий. Для этого надо понимать, какие замеры точно можно снять и отложить в первую очередь. Если вы разгадывали когда-нибудь судоку, принцип тот же. Итак, вертикальный замер от груди до точки основания шеи. От этой же линии до груди на теле в боковой плоскости другой замер. Его также отложить от линии плеча чертежа, замерив расстояние наклона, а потом замер тела. Недостаток длины до линии груди пометить можно и сразу, без наклона. Ведь надо понять суть выточек, а не точно чертеж. Или вдруг плечи такие прямые, что наклона вообще нет. Далее, точно от линии талии вверх до линии груди на чертеже можно сделать замер на теле. Его и отложить. Снова центральная плоскость выше, а сбоку недостаток длины. Отметить точкой. Вниз от линии талии отложить расстояние по телу до линии бедер. Хотя это все не критично. По факту линию талии можно потом сместить вниз, на центре полочки, если необходимо, например, на большой живот. Сейчас это не важно. От линии талии до линии бедер уже не критично. Далее ширина. От центра линии груди отложить ширину передней плоскости. Она равна расстоянию до центра груди. На линии талии для стандартной фигуры передняя плоскость обычно поуже. Окончания ребер позволяют получить сужение, например. На линии бедер она немного расширена. По сути, это две трапеции получились. Отметить точками эти расстояния. Что можно увидеть дальше? На линии груди ширина чертежа заполнена полностью замером груди. Для понимания чертежа все в данном случае отражается без прибавок на свободу облегания. Это лишние детали. Далее. Ширину груди можно разделить на два отрезка. От центра переда до центра груди. Это отражение границы плоскостей передней и боковой. На линии талии можно отразить уступ от ширины чертежа до того, когда начинается тело. Далее от этой точки надо отложить длину линии талии по боковой плоскости.
От данной точки до первой точки на талии, по идее, должно получиться расстояние. Это и есть ширина выточки. Конечно же, если талия меньше, чем ширина груди или бедер, если есть что приталивать. Когда тело сбоку более узкое, то спереди обычно оно более плоское. Выточка чаще нужна под центральной линией груди. Это в базе. Когда тело более объемное сбоку, то и спереди, глядя на него, можно увидеть очевидную округлость от центра к бокам. Так получается, что разница по талии более распределена по всей окружности тела, чем в первом случае, когда переходов на плоскости меньше и меньше выточек. Разница обхватов талии и бедер тоже больше у более округлой фигуры. По бедрам, если они не шире груди, вся сетка чертежа также заполнена от центра до боковой границы или дальше, если бедра шире груди. И если бедра уже, то, естественно, надо также замерить уступ, отложить его от боковой поверхности, после чего отложить ширину бедер, либо отрезок до рельефа, потом разницу ширины сетки и объема бедер на грани или под централью груди. От центра отложить ширину до рельефа. От линии талии можно замерить и отложить для полноты картину длину по боку вверх. Осталось соединить точки, не считая линии плеч. Сегодня не об этом речь. Получаются выточки. Они появились сами собой. Длину от линии бедра нарисовать можно произвольно, чтобы просто для глаз было привычнее. То, что выточки идут обычно не от самых выступающих точек, а чуть отступив. Данность красоты линий образа, также того, что нет смысла заужать на самом широком месте. Это делается обычно в базе. Сейчас для простоты понимания мы отражаем все как есть, без изменений. К тому же, чем образ свободнее от первоначального, тем меньше рельеф выточек и их раствор, когда нет нужды полностью подчеркивать изгибы в широком образе. А любая базовая конструкция идет обычно с припуском на свободу, то есть уже отклоняется от изначальных параметров. Надеюсь, стало понятнее, чтобы не запоминать. Надеюсь, вы оценили юмор в способе простого нанесения чертежа. А впереди планируется новый ролик про особенности талиевых выточек. Если вам удобнее получать уведомления о новых выпусках в Телеграм-канале, тогда приглашаю подписаться на одноименный канал. До новых встреч!